В этом мастер-классе я покажу, как вязать вот такую красивую скатерть крючком. Всем привет, мои дорогие, с вами Эд и добро пожаловать на мой канал. Я вязал эту скатерть крючком 1,75 мм и вот такой пряжи из 100% мерсеризованного хлопка. В таком мотке 1000 метров и 151 грамм, то есть толщина этой пряжи в 50 граммах 330 метров. И на такую скатерть у меня ушло 2 таких мотка. Но эту скатерть вы можете варьировать для любого нужного вам размера, поэтому если, например, вы захотите сделать только вот эту центральную часть, основной рисунок, то у вас уйдет меньше 150 граммов вот такой подобной пряжи, например, пехорка ажурная. Потому что после вот этого основного рисунка, вот после вот этих всех ананасов, я здесь провязал просто вот такую сетку. И вы можете также вязать такую же сетку до любого нужного вам размера. В видео я все показываю. Но если вам будет достаточно, то вы можете остановиться вот до вот этого основного рисунка, до сетки. Диаметр вот этого основного рисунка 86 сантиметров. Вот так, 86 сантиметров. Я провязал всего до диаметра 140 сантиметров, потому что мой стол в диаметре 1 метр. И я провязал вместе с сеткой, всего у меня получилось 140, то есть со стола у меня еще свисает по 20 сантиметров. И всего рядов вот этого основного рисунка 62 ряда. А дальше сетку вы уже вяжете до нужного вам размера. Сразу скажу то, что в процессе вязания вот эти ромбы, вот эти квадраты могут немножко кривить, торчать, вот так волниться. Не переживайте, вяжите дальше. Как видите, у меня здесь все совершенно ровно. И также, если вы решите вязать тоже так же, как я, то есть дальше вы продолжите вязать сетку, не переживайте, если она у вас будет фалдить, потому что в начальных рядах, вот когда сетка вот эта у нас начинается, она будет очень сильно идти волнами. Но когда вы уже сетку провяжете достаточно много, и тем более потом после стирки, после глажки, видите, скатерть идеально ровная. Поэтому если будет фалдить, волниться в процессе работы, не переживайте. После стирки и глажки все столбики встанут на свои места. По завершении, когда я ее уже закончил вязать, я ее бросил в стиральную машинку на самый обычный режим. Постирал во влажном виде, в разные стороны ее слегка растянул руками и уже погладил ее утюгом, расправляя и придавая ей форму. И гладил, конечно, с изнаночной стороны. Если у вас нет большого опыта в вязании, то на моем канале вы можете найти плейлист под названием «Уроки вязания крючком», потренироваться, а уже потом приступать к мастер-классу. А теперь давайте начинать. Для начала работы нам нужно сделать кольцо амигуруми. Для этого я беру нить, держу вот так 3 пальцами, оборачиваю вокруг 2 пальцев и здесь впереди скрещиваю, сзади придерживаю. Теперь вставляем крючок под первую нить, цепляем вторую нить, протягиваем ее сюда, немножко подкручиваем, у нас здесь образуется вот такая петля. Теперь мы цепляем нить, которая у нас уже идет от клубка. У нас сейчас на крючке получилось 2 петли, мы их пальцем придерживаем, а другие 2 пальца из кольца вытаскиваем. Аккуратно, чтобы ничего не развалилось. Теперь придерживаем кольцо и уже протягиваем нить в нашу вот эту первую петлю. И затягиваем. И вот у нас получилось наше кольцо амигуруми. В это кольцо нам нужно провязать 18 столбиков с одним накидом. Первый столбик мы заменяем 3 воздушными петлями подъема. Но у нас здесь уже есть такой первый узелок. Я его посчитаю как одну воздушную петлю и сделаю еще 2. Раз, два. И вот у меня получился первый столбик с одним накидом. Теперь выполняем накид и в кольцо провязываем столбик с одним накидом. Опять накид. И в кольцо провязываем столбик с накидом. Итак, я здесь провязал сейчас уже 3 столбика вместе с воздушными петлями подъема. Всего провяжу 18 и вернусь. Итак, я провязал здесь 18 столбиков. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 и 18. 3 воздушные петли подъема. Теперь возвращаю крючок. За вот этот хвостик мы сейчас тянем и закрываем наше кольцо. Все столбики замыкаем вместе. Чересчур сильно не обязательно тянуть. Вот так просто замкнули, все, этого уже достаточно. Теперь мы этот хвостик кидаем туда назад, сверху рабочей нити. Вставляем крючок в 3-ю воздушную петлю подъема
и провязываем соединительную петлю. Все. И таким образом мы завершили первый ряд. Второй ряд. Мы вот этот кусочек сейчас сюда вперед возвращаем. Я буду прокладывать его сверху столбиков первого ряда и буду прятать под столбиками второго ряда. Сейчас в этот самый первый столбик, третью воздушную петлю подъема предыдущего ряда, получается, нам нужно провязать 3 столбика. Первый столбик мы заменяем 3 воздушными петлями подъема. Раз, два, 3. Накид, и сюда же провязываем еще 2 столбика. В эту же третью воздушную петлю подъема предыдущего ряда. Раз и 2. Провязали 3 столбика в 1 столбик. Теперь выполняем 3 воздушные петли. Раз, два, 3. Пропускаем следующие 2 столбика и в следующий провязываем 3 столбика с одним накидом. Раз, два, 3. Опять выполняем 3 воздушные петли. Раз, два, 3. Пропускаем следующие 2 столбика и в следующий провязываем 3 столбика с одним накидом. И таким образом провязываем ряд до конца, пропускаем 2 столбика и в следующий столбик провязываем 3 столбика с одним накидом. И между такими группами из 3 столбиков у нас 3 воздушные петли. Провязали второй ряд до конца, выполнили последние 3 столбика с накидом, 3 воздушные петли. Перед нами здесь осталось 2 последних столбика с накидом, которые мы по рисунку пропускаем. И теперь соединяемся в третью воздушную петлю подъема соединительной петлей. И так мы будем соединяться практически всю нашу работу. Если вдруг что-то поменяется, то я обязательно покажу. Выполняем 3 воздушные петли подъема, как первый столбик с одним накидом. И сюда же, в этот же столбик, в эту третью воздушную петлю подъема предыдущего ряда, выполняем еще 1 столбик. То есть мы провязали здесь прибавку. 2 столбика в 1 столбик. В следующий столбик мы провязываем 1 столбик. А в последний столбик из этих 3 мы провязываем прибавку. 2 столбика. Первый и второй. То есть мы здесь провязываем прибавки в первый и в последний столбик. А вот здесь посередине, который столбик, мы его также один и оставляем. И всего у нас здесь получилось 5 столбиков. Разделение у нас будет также 3 воздушные петли, как и в предыдущем ряду. Раз, два, 3. И здесь у нас уже повторяется. Перед нами идет 3 столбика. В первый мы провязываем прибавку. 2 столбика в 1. Первый и второй. В следующий столбик мы провязываем просто 1 столбик. И в крайний столбик мы провязываем прибавку. 2 столбика с одним накидом. Раз и 2. И 3 воздушные петли разделения. Вяжем таким образом ряд до конца. Четвертый ряд. Так же, как и в предыдущем ряду, мы в первый столбик выполняем прибавку. 2 столбика с одним накидом. Первый столбик мы заменяем 3 воздушными петлями подъема. Накид, и сюда же провязываем еще 1 столбик. Провязали прибавку в первый столбик. Теперь провязываем по одному в каждый из следующих 3 столбиков. Раз, два, 3. Просто по одному. Раз, два и третий столбик. В крайний столбик мы выполняем прибавку. 2 столбика с одним накидом. Раз и 2. И 3 воздушные петли разделения, так же, как и раньше. Раз, два, 3. И здесь у нас уже повторяется. Мы в первый столбик и в крайний столбик выполняем прибавки. По 2 столбика вяжем. А все остальные мы просто повторяем по одному. Вот в первый выполнили прибавку. Теперь раз, два, 3 по одному. И в крайний у нас идет прибавка. Вяжем так ряд до конца. Пятый ряд. 3 воздушные петли подъема.
как первый столбик с одним накидом, и еще один столбик сюда же, в этот же столбик. То есть мы здесь делаем также прибавку в первый столбик. Теперь мы провязываем 1, 2, 3, 4, 5 столбиков просто по одному. 1, 2, 3, 4 и 5 столбик. В последний столбик мы так же, как и в первый, делаем прибавку. 2 столбика с одним накидом в один столбик. То есть все то же самое. В первый и последний прибавка, а все остальные по одному. И 3 воздушные петли разделения. 1, 2, 3. И здесь у нас уже опять повторяется. Выполняем прибавку. Все столбики по одному и в последний также прибавку. И таким образом я буду вязать включительно до 14 ряда. В 14 ряду у меня будет прибавка. 23 столбика в центре одинарные и опять прибавка. И уже с 15 ряда я вернусь. Итак, я провязал 14 рядов. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. И в этом 14 ряду у меня здесь получилась прибавка 23 столбика просто по одному и опять прибавка. И если ваша скатерть вот так немножечко стягивает, края поднимаются вверх, ничего страшного. Если мы просто даже руками вот так ее немножко растягиваем, то она становится совершенно ровная. 15 ряд. Выполняем соединительную петлю в следующий столбик и соединительную петлю в следующий столбик. То есть вот эти два крайние столбика мы пропустили. Сейчас выполняем 3 воздушные петли подъема, как первый столбик с одним накидом. 1, 2, 3. И всего провязываем 10 одинарных столбиков. Вот мы первый провязали, накид, в следующий провязываем второй столбик. Всего 10. Вот 2 провязали. 2 крайних пропустили. Накид, в следующий провязываем третий столбик. Четвертый в следующий. Пятый. Шестой. Седьмой. Восьмой. Девятый. И 10 столбик с одним накидом. Просто по одному. Вот считаю. Вот эти два крайние мы пропустили. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Теперь выполняем 5 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5. Мы пропускаем следующие 3 столбика. И в четвертый, вот 1, 2, 3. И начиная со следующего, провязываем 10 одинарных столбиков с одним накидом. Так же вот как с этой стороны. 1 в следующий. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 и 10. Крайние 2 столбика, вот эти, мы пропускаем так же, как в начале мы их 2 столбика пропустили. Выполняем 5 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5. И в арку 3 воздушных петель провязываем столбик, 2 петли, столбик. Накид. И в арку провязываем столбик с одним накидом. 2 петли и еще один столбик. Вот так, столбик, 2 петли, столбик. Теперь 5 воздушных. 1, 2, 3, 4, 5. И здесь у нас уже повторяется. Мы первые 2 столбика пропускаем. И начиная с третьего провязываем 10 одинарных столбиков. Затем 5 воздушных.
3 столбика в центре пропускаем, опять 10 столбиков, 2 крайних пропускаем, и здесь у нас 5 петель, столбик, 2 петли, столбик и опять 5 петель. Вяжем таким образом ряд до конца. Провязали 15 ряд до конца, выполнили здесь последнюю арку из 5 воздушных петель и соединились в третью воздушную петлю подъема соединительной петлей. 16 ряд. Выполняем соединительную петлю в следующий столбик. То есть вот этот первый столбик мы пропустили. Сейчас выполняем 3 воздушные петли подъема, как первый столбик с одним накидом. И всего провязываем 8 столбиков по одному. Вот мы первый провязали, в следующий провязываем второй столбик, в следующий третий. Вот первый пропустили и пошли 1, 2, 3. В следующий 4, 5, 6, 7, 8. Крайние столбики мы пропускаем. Вот первый и последний. И здесь у нас в центре 8 столбиков. Здесь выполняем 3 воздушные петли. 1, 2, 3. И в арку из 5 воздушных петель провязываем 2 столбика без накида. 1 и второй столбик сюда же. 3 воздушные петли. Накид. Пропускаем вот этот первый столбик, провязываем 8 одинарных столбиков. Первый пропустили и начиная со второго по одному просто провязываем 8 столбиков с накидом. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Последний столбик мы пропускаем. Здесь выполняем 4 воздушные петли. 1, 2, 3, 4. И вот в эту сразу же арку из 5 петель провязываем вот такие столбики. Столбик с накидом, 2 петли, столбик с накидом сюда же. Сейчас выполняем 5 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5. И уже в следующую арку мы провязываем опять такие же столбики. В следующую арку из 5 воздушных петель. Столбик, 2 петли и опять столбик с одним накидом. 4 воздушные петли. 1, 2, 3, 4. Накид. Пропускаем первый столбик и начиная со второго столбика мы провязываем 8 одинарных столбиков. Затем у нас идет арка 3 воздушных петель, 2 столбика без накида, 3 петли, 8 столбиков. Здесь по краям у нас 4 петли, а здесь 5 петель. Вяжем таким образом ряд до конца. Провязали ряд до конца и соединились в третью воздушную петлю подъема соединительной петлей. 17 ряд. Выполняем соединительную петлю в следующий столбик и провязываем 6 одинарных столбиков с одним накидом. Первый столбик заменяем 3 петлями подъема. 1, 2, 3. Накид. В следующий столбик провязываем столбик с одним накидом. Накид. В следующий столбик с одним накидом. И всего 6 столбиков. Вот 3 провязали. 4, 5 и 6 столбик с одним накидом. То есть здесь мы также первый и последний столбик пропускаем. В этом месте выполняем 4 петли. 1, 2, 3, 4. И сразу же в следующую арку, поближе к столбикам без накида, вот сюда провязываем столбик без накида. Затем столбик без накида в каждый из этих двух столбиков. Столбик без накида в следующий столбик и столбик без накида в следующий столбик.
Затем сразу же в следующую арку провязываем еще один столбик без накида. То есть всего вот провязали 4 столбика без накида. Теперь 4 воздушные петли. Раз, два, три, 4. Накид. Пропускаем первый столбик и начиная со второго провязываем 6 одинарных столбиков. Раз, два, три, 4, 5, 6. Последний столбик пропускаем. Здесь выполняем 4 воздушные петли. Раз, два, три, 4. Сразу же в следующую арку 4 петель вот эти столбики провязываем. Столбик с накидом, 2 петли и столбик с накидом. Теперь выполняем 5 воздушных. Раз, два, три, 4, 5. И в следующую арку из 5 воздушных петель опять такие же столбики. Столбик, 2 петли, столбик. Столбик, 2 воздушные и еще один столбик с накидом сюда же. 5 воздушных петель. Раз, два, три, 4, 5. И в следующую арку 4 петель опять такие же столбики. Столбик с накидом, 2 петли и столбик с одним накидом сюда же. И теперь 4 воздушные петли. Раз, два, три, 4. Накид. Пропускаем крайний столбик и начиная со следующего столбика провязываем 6 одинарных столбиков. Здесь у нас в центре 4 петли, 4 столбика без накида, 4 петли, опять 6 столбиков. И здесь вот так у нас получается по краям по 4 петли, а здесь по 5 петель. Вяжем таким образом ряд до конца. 18 ряд. Выполняем соединительную петлю в следующий столбик. 3 воздушные петли подъема, как первый столбик с одним накидом. И всего вместе с этим столбиком провязываем здесь 5 столбиков. Вот первый провязали и еще раз, два, три, 4. То есть все столбики провязываем, кроме вот этого первого, который мы пропустили. Провязали здесь все столбики, вот 5 столбиков, кроме первого. Накид. И теперь сразу же в следующую арку мы провязываем еще один столбик. То есть всего получается 6. Теперь выполняем 5 воздушных. Раз, два, три, 4, 5. Вот здесь у нас идет 4 столбика. Мы первый и четвертый пропускаем, а здесь вот второй и третий провязываем по одному. Столбик без накида. И еще один столбик без накида. Теперь 5 воздушных. Раз, два, три, 4, 5. Накид. Сразу же вот в эту следующую арку, поближе вот к этим столбикам, мы сюда провязываем столбик с одним накидом. Затем раз, два, три, 4, 5, кроме последнего. Раз, два, три, 4 и 5 столбик. Последний мы пропускаем. А здесь мы по той же логике, как и в предыдущем ряду, провязываем. Вот эти крайние арки у нас будут по 4 петли. То есть сейчас выполняем раз, два, три, 4. В эту следующую сразу арку из 4 петель провязываем наши вот эти столбики. Столбик с одним накидом, 2 петли, еще один столбик с одним накидом сюда же. Теперь у нас 5 воздушных. Раз, два, три, 4, 5. И в следующую арку из 5 петель наши вот эти столбики. Столбик с накидом, 2 петли и еще один столбик с одним накидом сюда же.
Опять 5 петель. Раз, два, три, четыре, 5. В следующую арку из 5 петель опять наши эти столбики. Столбик, 2 петли и еще один столбик с одним накидом. Опять 5 воздушных петель. Раз, два, три, четыре, 5. И в следующую арку 4 петель столбик с накидом, 2 петли, столбик с накидом. 4 воздушные. Раз, два, три, 4. И здесь у нас уже раппорт повторяется. Мы крайний столбик пропускаем. Начиная со второго столбика провязываем здесь все столбики, 5 штук. В арку добавляем еще один столбик. Вот так у нас здесь получается. И таким образом вяжем ряд до конца. 19 ряд. Выполняем соединительную петлю в следующий столбик и соединительную в следующий столбик. Здесь мы, получается, в начале 2 столбика пропускаем и теперь провязываем 4 столбика с одним накидом. Первый столбик мы заменяем 3 петлями подъема, накид и провязываем еще раз, два, три. Раз, второй и третий столбик. То есть с воздушными петлями подъема 4 столбика. Первые 2 мы пропустили. Сразу же в следующую арку провязываем еще 2 столбика с одним накидом. Прям сразу же. Первый и второй. То есть всего у нас получается 6 столбиков с накидом. Теперь вот это все дело мы пропускаем, выполняем 2 воздушные петли. И уже повторяем. В следующую арку вот так здесь с краю провязываем 2 столбика с одним накидом. Раз и второй. Теперь провязываем раз, два, 3, 4 просто по одному столбику. 2 вот этих последних мы пропускаем. Раз, два, 3 и 4. Последние 2 столбика пропускаем. А здесь у нас так же, как и в предыдущем ряду. Крайняя арка из 4 воздушных петель. Раз, два, три, 4. Вот в эту первую арку мы также вот эти провязываем наши столбики. Столбик с одним накидом, 2 петли, столбик с одним накидом в эту же арку. Теперь у нас идут арки по 5 петель здесь вот в центре. Раз, два, 3, 4, 5. Я здесь уже показывать не буду, одно и то же повторяется. То есть у нас здесь идут вот эти наши группы столбиков. Столбик, 2 петли, столбик. Вот так. Раз, два, 3, 4, 5. У нас по краям идет одна арка 4 воздушных петель. И здесь будет крайняя арка 4 воздушных петель. А здесь посередине у нас будет 4 арки по 5 воздушных. И здесь у нас уже повторяется. Мы первые 2 столбика пропускаем. Вот как здесь в начале. Провязываем 6 столбиков, 4 вот тут крайние столбики и 2 столбика в арку. И здесь по центру у нас 2 воздушные петли. Вяжем таким образом ряд до конца. Поставьте этому видео лайк, если оно вам понравилось. Если нашли для себя порцию вдохновения, мне будет очень приятно. Подпишитесь на мой канал, если вдруг вы еще не подписаны. И поставьте колокольчик, чтобы не пропустить новые интересные мастер-классы. А с вами был я, Эд. До скорого.